Всем привет, с вами Микс и добро пожаловать на мое новое видео по Hide Online. И сегодня я вам расскажу о самой первой версии по Hide Online. И когда вы слышите самая первая версия по Hide Online, возможно, вам приходит на ум та версия, которая вышла в марте 2018 года на телефоны и планшеты. Но на самом деле история Hide Online начинается еще в 2016 году. 22 января разработчик на своем канале YouTube выложил небольшой отрывок, где он играет в самую первую версию Hide Online. Ну и выложил этот ролик он 22 января 2016 года, как я уже говорил. То есть получается, если я ничего не перепутал, то игре скоро будет 5 лет. Но я сейчас не говорю не про мобильные прятки, а про браузерные прятки. То есть изначально прятки были, как я понимаю, ВКонтакте, и они появились еще в 2016 году. И если мы немного посмотрим про видео разработчика, вы сейчас его тоже видите на экране, вы видите, насколько изменилась игра за эти 4,5 года. Начну с того, что на тот момент в игре была только одна карта офис. Других карт не было, то есть только офис. Представьте это. Также там был только один скин за охотника, который нельзя было поменять. Вы сейчас тоже его видите на своих экранах. И сама по себе игра была какая-то другая. И сейчас мы можем поиграть в похожую версию во ВКонтакте. Может, даже некоторые из вас в нее до сих пор играют. А именно компьютерная версия отличается тем, что в ней можно, например, двигать предметы. И это довольно классно. Но когда разработчики выпускали эти прятки на телефон, они почему-то это убрали. И также там были другие насмешки, их было много. Можно было, как я понимаю, самому нажать на кнопку и проиграть насмешку. И это и сейчас можно сделать. И игра была совершенно другой. Ну и на видео разработчика, которое вышло в 2016 году, я оставлю на него в описании. Можете на это видео поставить лайк и там в комментариях написать, что как бы вот, привет, я от Микза пришел. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Ссылочка на видео Руслана в описании. Мы даже сейчас можем видеть, как выглядело меню. Оно выглядело вот так вот. То есть просто можно было ввести никнейм и две кнопки. Начать игру и список игр. И также показывалось, сколько игроков онлайн. Все. И версия называлась альфа-версия 0.04. На этот ролик я тоже оставлю ссылочку в описании. Он, к слову, вышел 9 февраля 2016 года. То есть спустя несколько недель после видео разработчика. И взгляните сейчас на меню, где показываются все живые охотники, предметы, название комнаты. Просто взгляните на него и сравните потом с тем меню, которое у нас сейчас есть в современном Hide Online. Это просто два совершенно разных меню. И также в этой версии можно брать огромные предметы, которые вообще мы не должны брать. Например, это столы. Серьезно, их можно было брать в компьютерной версии. Также здесь есть немного другие предметы. Это именно компьютерная мышка, монитор. Ну, клавиатура также. И в современной версии Hide Online их нет. Видимо, их разработчики убрали. Я также оставлю ссылку в описании на компьютерную версию. Она, в принципе, похожа. Если издалека смотреть, она похожа на версию, которую вы сейчас видите на своих экранах. И вы сами можете в нее поиграть во ВКонтакте. Но это не самая первая версия, но разработчики ее вроде как отмечают как бета-версия. Я также нашел еще одно видео. Оно вышло 23 января 2016 года, то есть на следующий день после того, как разработчик выпустил свое видео. Я оставлю на все три видео ссылочку в описании. И если вы забьете в поиск YouTube прятки онлайн альфа 0.04, то вам выдаст как раз таки самые первые версии Hide Online. Вы можете посмотреть ролики других ютуберов, полюбоваться на первую версию и посмотреть, как за 4 года изменилась игра, конечно же, в лучшую сторону. Также, ребята, вы можете написать в комментариях, когда вы начали играть в Hide Online. Я узнал об этой игре весной 2018 года, то есть когда она примерно вышла на телефоны, то есть в Play Market. Я такой вижу, прикольное что-то в Play Market, решил скачать. И вот так вот я подсел на эту игру. Теперь я ее снимаю на канал. Напишите в комментариях, когда вы начали играть в Hide Online. Может, даже найдутся те, кто играл в как раз таки эту самую первую версию Hide Online. Но это, конечно, вряд ли, но все возможно. И еще я заметил, что в самой первой версии Hide Online были ограничены патроны. Вы сейчас в правом нижнем углу видите, что патроны не бесконечные. То есть там написано, во-первых, Development Build, то есть это версия разработки, альфа-версия, скажем так. И написано за охотника количество патронов. Оно было ограничено. То есть патроны могли закончиться.
И напишите, хотели бы вы видеть ограниченное количество патрон в нынешнем хайде. Хотя вряд ли кто-то просто так бегает и стреляет по всем, просто так. Но все же было прикольно посмотреть, как играется с ограниченным количеством патрон в Hide Online. Ну и если подвести итоги, что было в первой версии была только одна карта. Был только один скин охотника, и у него, кстати, были белые глаза, он был лысенький, но, в общем-то, вы видите это на своих экранах. Было очень много насмешек, но сейчас их не так много из-за авторских прав. Раньше было ограниченное количество патрон. Также раньше было третье оружие гранатомет. Из него можно было выстрелить только один раз. Это как граната нынешняя, но дается только один патрон на игру. Также нельзя было возродиться. То есть, если вы зашли кому-то в комнату и зашли за наблюдателя, то вам нужно будет ждать, пока начнется новый раунд, и только тогда вы смогли поиграть. Раньше можно было толкать предметы, и из этого можно было делать крутые вещи. Также можно было поиграть за такие предметы, как компьютерная мышка, компьютерная клавиатура, монитор, столы, что самое интересное, потому что это огромный предмет, и хп у него тоже много. И если не ошибаюсь, 200. Раньше не было автоприцела и автострельбы, наводиться нужно было самому. И если я что-то не назвал, то вы можете об этом написать в комментариях, что я забыл. И если честно, я бы хотел поиграть в первую версию с вами, со своими подписчиками. И просто было бы интересно посмотреть ощущение игры в 2016 году и сравнить с ощущением игры в 2020 году. А 4 года это большая разница, и вы видите, как игра изменилась. На этом все. Поставь лайк, если ты еще его не поставил. Подписывайся на канал, ставь колокольчик и напиши в комментариях, понравился ли тебе этот ролик. На этом все. С тобой был, как всегда, я Микс. Огромное спасибо за просмотр и пока.